Это львицы, которые со своими детьми вместе разделывают, то есть едят свою добычу. Очень видно, что им это нравится, им это вкусно. Ну вот как бы так. О жизни. Кто не бежит, тот не выживет. Итак, друзья, наш третий выпуск, и мы снова в Африке. Да, мы еще в Африке. Эта страна не отпускает нас. И я уверен, что тот второй выпуск, который ты до сих пор посмотрел, что он был замечательный, потому что я смотрю, сколько ты поставил лайков, сколько вы поставили лайков и как вы комментируете. Спасибо вам за вашу активную интерактивность, за то, что вы находитесь в диалоге и даете просто-напросто на энтузиазме эту энергию. Я ее чувствую, но хочу вам сказать, что еще лучшее ждет нас впереди. Наслаждайтесь этим выпуском. Да, как я часто говорю, налейте себе самую вкусную чашку чая, присядьте на самый комфортный диван и наступаем, приступили в путешествие. Вперед! Как ты считаешь, они счастливы? Я думаю, они по мере своего состояния счастливы, потому что они аутентичны, потому что они сами с собой, они ни с кем не сравниваются, они находятся в элементе своей жизни, выполняя этот ритуал. Значит, они могут делать счастливыми других? От избытка сердца они могут осчастливить тех, кто вокруг их находится. Ритуалы важны в жизни, потому что ритуалы символизируют наши принципы и наши ценности. И если мы несем наши ценности фундаментально, то мы будем жить нашими ритуалами, не отходя ни на шаг. Это вот свидетельство этому. Так что живи своей жизнью. Не, ну пейзаж, ребята, вот просто они встают утром, представляешь? У них вот такой вот фью. Им не нужен никакой ретрит. Они всегда находятся в этом элементе. We make our ritual, okay? Yes? All together. Пойдемте ближе, 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 ближе все. I think. I speak. I feel. I love. I do. Вот как мы видим сейчас, это стадо антилопы гну. Вот так вот люди по жизни, то есть масса людей делает то, что делает масса людей. Вот мы видим просто такую ассоциацию, как масса двигается за массой, да? И если посмотреть на некоторые одинокие личности, которые стоят там вдали, то наше внимание уделяется почему-то автоматически на массу, а не на этих одиноких личностей, которые стоят где-то отдельно, вон там вот далеко можно посмотреть, там вот есть далеко определенные звери, которые стоят одни, да? Почему-то масса двигается за массой. Вот это интересный парадокс. И потом, в конце концов, в реалии так, что мы потом обвиняем, опять же, все обстоятельства и все вокруг, потому что мы двигались по массе и имеем то, что имеет масса. Мы думаем как масса, мы кушаем как масса, мы слушаем музыку как масса. И это, я считаю, что ведет людей к тому, что они в конце концов умирают как масса, не раскрыв свой потенциал до конца. Одна из важных тем, которые волнует сегодня, наверное, людей на данный момент во всем мире, это их иммунитет. Их иммунитет создает им свободу их мышления, свободу их действий, свободу, которая не ограничивает их ни в чем. Потому что изоляция, определенные какие-то установки, ограничения, они закрепощают и делают людей рабами. И я думаю, многие это ощущают. И
И внутренний иммунитет дает свободу. Иммунитет как в ментальном мире, так и в душевном, и в духовном мире. И мы видим здесь в Танзании просто такие переживания, или то, что я испытал здесь вместе с участниками ТОП-30, это то, что люди, которые живут здесь, они на самом деле могут нам послужить большим примером, находясь в этом иммунитете, находясь постоянно в том, что они действительно они себя изолировали от внешнего мира, от этих обстоятельств и находятся в этой свободе, несмотря на то, что им не хватает там медицинской какой-то поддержки, не хватает каких-то там вещей, но они, довольствуясь тем, находясь в радости, находясь в своем мышлении, находясь в своих ритуалах, находясь в полном потоке того момента, где они живут, они чувствуют себя свободно, и это мы переживаем изо дня в день, это их радость, это их благодарность, это их доброжелательность, дружелюбие. Это то, что они передают людям. Это приводит меня лично и участников в огромный восторг. Я хочу сказать, что это просто, меня это вдохновило. Мне это дало дополнительный такой импульс на бейскэмпе, то есть участникам тренинга, который будет проходить здесь, в Танзании, донести еще больше этот импульс, еще больше, еще глубже подать эту материю, этой темы, этого контента, как быть свободным, находясь полностью в иммунитете своих мыслей, в иммунитете своей души, то есть эмоций, в иммунитете, то есть находясь в пике своего физического тела, своего душевного тела, своего духовного тела, своих мыслей. Андрей, слушай, я тут недавно в ТикТоке очень крутые видухи начал смотреть. А ты не хочешь завести ТикТок, кстати? Ну, что ты держишь вот камеру? Давай я вот посмотри, Марат. Ну, что такое ТикТок? Я такой старый, 45-летний мужчина. Для чего мне ТикТок? Вот скажи, для чего тебе? Ну, ТикТок для того, чтобы, Андреас, тебе познакомиться с более молодой аудиторией. Да, это вот так нужно как-то камерой шевелить, да, что-то делать, вот, рисовать. Что нужно делать? Андреас, а ты умеешь танцевать? Давай я снимем могу, давай. Ну, а как? Давай. Вот смотри, был такой вот это как раз подходит под этот Кармен, группа Кармен была, я вот такой old school, да, и была группа Кармен, и они пели песню «Гази гунгарунге, он гази гунга», и они танцевали так «Гази гунгарунге, гази гунга». Это вот то, что я когда-то в жизни научился на этом танце, на этой песне. Оно, я не знаю, это для ТикТока подойдет? Нет, не знаешь? Давай попробуем, посмотрим. Давай Давай запустим как челлендж. Давай. Еще раз покажи всем нашим подписчикам, что они должны делать. Это группа Кармен, и песня там, я не знаю, как она называлась, но «Гази гунгарунге». Поем вместе «Гази гунгарунге, гази гунга». Если ты сделаешь это круче, я тебе подарю мою книгу. Отлично, супер. Итак, челлендж запущен. Огонь. Крутое путешествие, вообще спора нет. О, там жирафы. Смотри туда. Офигеть, какой вид, да? Класс, вообще просто супер. Сегодня утро в саванне, утро в Африке. И, я вам скажу честно, за почти 33 года я такого вида еще никогда не лицезрел. И даже ходят слухи, что ночью здесь защищался персонал от львов, от гиен, но вроде все успешно. Не знаю точно, какая здесь возвышенность в метрах, но это очень высоко, отсюда очень красиво. Это топовое место. And sometimes you walk slowly because when you're walking fast and you never know when you see lion, you say it's a hyena, but it's a lion. So when you see lion, you just stop and walk away. Yeah. Because one day I'm coming and I say, oh, it's a hyena for the kitchen, but really not hyena.
is there like 20, more than 20 line. 20 line. Yeah. Because she's sleeping here, she's sleeping there, and many for the kitchen there. So you try to, I think this is my food. So you like it to try to go in. So I'm coming and I Чему учит нас эта ситуация? Что тупика в жизни никогда нету. Есть только два вопроса. Когда и как. Вот это важно понять. Когда, то есть время, которое можно выждать для того, чтобы решить задачу. И как. Если не идет так, то как? Вот это вопрос. А не почему со мной, почему я опоздал, почему я здесь нахожусь. А я сейчас наслаждаюсь этим полем, этой равниной. Всем спасибо за просмотр третьей серии. Я думаю, вы насладились этим бездорожьем и всем тем, что вы переживали в этом выпуске. Подпишитесь на канал, поставьте колокольчик, сделайте лайк, напишите комментарий. Я буду рад приветствовать каждого из вас, тем самым, что отвечу на ваши какие-то вопросы, которые вас будут интересовать. И ждите следующего выпуска. Это будет шедевр. Не заканчивается что-то, а начинается что-то новое. Всегда в конце чего-то начинается что-то новое. И в конце этой экспедиции у нас начинается новое мероприятие Base Camp Танзания в Аруше, куда мы направляемся. Двигаемся за мной. Замечательно иметь землю под ногами, прилететь туда, где мы выполняем свою миссию. Это будет просто